Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие новости вышли, а также каких движений можно ожидать сегодня на вечерней сессии по ключевым активам. Так, что касается вышедшей сегодня информации. Объем производственных заказов в Германии. Здесь все отлично, все прекрасно. Оно расширяется, оно увеличивается. Можно только порадоваться за Германию, за то, как она процветает и восстанавливается. Так, индекс деловой активности в секторе строительства. Здесь нейтрально. Дальше ежемесячный отчет ЕЦБ. Здесь, не знаю, я ничего тут такого экстраординарного, на чем можно было бы заострить внимание и найти какие здесь такие нюансы существенные. Скажем так, на мой взгляд, рутинный отчет. Так, интересно, это сальдо торгового баланса Соединенных Штатов, оно продолжает в отрицательную сторону уходить, то есть Соединенные Штаты импортируют больше, чем экспортируют. Но экспортируют они доллары, это вполне естественно, поэтому здесь движение может, грубо говоря, утрированно быть до бесконечности, вниз. На самом деле это показатель очень важный, потому что чем дальше у них в отрицательную зону уходит платежный баланс, тем, соответственно, возникает масса негативных эффектов, связанных с обслуживанием долга, раз. И второй момент, как ни крути, такая ситуация, она снижает эффективность финансовой системы, как американской, так и мировой. И здесь при прочих равных условиях такое значение, тем более то, что оно, во-первых, выше прогноза, выше предыдущего значения, но в отрицательную сторону, оно должно оказывать ощутимое давление на доллар против других валют. Но пока этот процесс, скажем так, ослабления доллара против других валют, он никак не запускается. Но здесь на самом деле он не запускается по той простой причине, что соотношение валют, курсов валют, оно зависит от движения капиталов. Движение капиталов — это не только экспорт-импорт, но еще и движение иное капитала. Потому что этот показатель, то, что затрагивает товары и услуги, но есть еще и капитальные вложения и так далее и тому подобное. Так, далее число первичных заявок на получение пособия по безработице в Соединенных Штатах. На самом деле оно вышло хорошее, скажем так. Несмотря на то, что оно красное, оно чуть больше на долю процента, чем прогноза, но оно все равно меньше предыдущего значения. То есть первичных заявок выходит меньше. Это говорит о том, что политика ФРС на текущий момент времени пока остается эффективной, и, соответственно, бал будет продолжаться. Пока снижается безработица, пока падают первичные заявки по безработице, ФРС будет, кроме какого-то инфляционного коллапса, оно будет продолжать свою текущую политику. Так, друзья, еще такой интересный момент. Сегодня было событие, оно помечено как две звездочки, выступление Уоллера из ФРС, касательно будущего так называемых CDS, мировых денег электронных, которые типа криптовалюта, которые планируют выпускать американские ФРС, другие центральные банки. Здесь случился такой казус, что как раз накануне этого выступления внезапно начало падать золото. То ли Уоллер так напугал переходом на криптоактивы, то ли как раз в этот момент сговорились Ротшильды с Рокфеллерами и пролили золото, но что-то такое произошло. Так, давайте перейдем к золоту. Возьму-ка я российский фьючерс. На самом деле если брать SFD, если брать СМЕ, если брать российский, они все плюс-минус 1,05-2 доллара, они все крутятся вокруг одних и тех же значений. Давайте возьмем российский, поскольку он ближе. Мы с вами имеем такую картину, когда произошел чудовищный обвал, чудовищный провал. Золото слили, оно посыпалось, ужас. Смотрите, на самом деле здесь ничего страшного не произошло. Немножко пустили крови. На самом деле оно даже не вышло за этот диапазон. Его отлили, сейчас оно пытается опять вернуться и закрепиться выше 1806. Но на то оно и золото, чтобы такие пируэты делать. Да, есть здесь определенные моменты, которые указывают на то, что на следующей неделе, возможно,
будет более глубокое тестирование и уход на 1782. Это пока под вопросом, но такие симптомы, они немножко появились. Вот. Я не могу сказать, что это окончательно. Соты, тем более накануне, показывали то, что по золоту будет все отлично. Ну и по нему и было все отлично. Вот смотрите, какой шпиль нарисовали. Чудесный. Все цели отработали, пока там не удержались, спустились вниз. Но на самом деле золото, оно очень чувствительно к тому, что касается ликвидности на рынке. Инфляция, ликвидность, вот как только начинают какие-то вещи обсуждать или намеки появляются, оно абсолютно внезапно и порой непредсказуемо может пойти либо вниз, либо вверх. Но здесь опять же я бы не сказал, что это было какое-то кардинальное движение вниз, это было движение в рамках расширенного консолидационного диапазона. Ну там по стопу выбило, да, но ничего не попишешь. Вот сейчас, если оно закрепится выше 1807, 1806, то завтра мы увидим отскок и движение вот сюда, вот в район 1814-1813,5. Но я его сегодня туда ждал, оно, правда, не сходило. Так, друзья, далее S&P, часовой таймфрейм. Здесь консолидация на хаях. Ну, все как бы в крышечку постучали. Теперь надо бы немножко сходить и закрыться в район 4410-4415. Я думаю, так где-то закрытие будет. Ну, не думаю, что его погонят вниз, пока на это основания нету. В любом случае, 4400 пока не пробито. Консолидация на хаях, движение туда-сюда, оно так продолжаться и будет. Так, друзья, далее по поводу нефти. Вот с нефтью ситуация очень интересная и неоднозначная. Если с золотом там ситуация более или менее ясная, то то, что происходит с нефтью, это загадка на все века. Ну как, да, пока на текущий момент еще спрос превышает предложение, но уже пошли тревожные сигналы, которые указывают на то, что разворот начался и в любой момент цена может существенно спуститься вниз. Но опять же, если нет пробития 66.25 по бренту, я бы не сказал, что там какой-то ужас он будет происходить. Тем более на текущий момент достаточно высока вероятность того, что отскок наверх продолжится. Я сегодня это практически онлайн транслировал в телеграм-канале вот по российскому фьючерсу BRU1. Цель движения, первый отскок на 72,4. 71,5, прошу прощения. Если закрепляет, то отскок может продолжиться, но это абсолютно не сбрасывает со счетов те тревожные сигналы по нефти, которые есть и которые указывают на то, что в пятницу или в понедельник вполне может развиться движение на 66,25. Но для того, чтобы это движение произошло, я думаю, надо все-таки сходить 71,4, потом повыше, а там посмотрим. Если оно закрепится и перестанет бестолково болтаться, как оно сейчас болтается последние вот эти дни, то, соответственно, возможно и будет побежден этот нисходящий тренд, который возник. Но опять же, драйва движения там на 86-94 его сейчас просто нету, он испарился. Так, друзья, далее сегодня по Сбербанку. Ну смотрите, вот по Сбербанку я писал, на самом деле там была масса прогнозов. Я не помню, кто там давал, ну, несколько инвестдомов, управляющих этих самых, давали, что будет движение, по-моему, то ли на 308, то ли на 309. Действительно, там был определенный уровень, который должен был быть отработан, но с моей точки зрения он был промежуточный. Ключевая точка движения 313,3, сегодня она выполнена, здесь успешно идет закрепление, окапывание. Ну, если мы удерживаемся в районе этого значения 315, 313,5, 313,3, сейчас он уже выше торгуется, то здесь вполне вероятно, что на следующей неделе будет переписан исторический хай. Почему это происходит? По нефтью идет такое колебание, а Сбер растет. Ну, смотрите, сейчас на текущий момент Америка находится на хаях, геополитические риски по России пока не вылезли и не раздулись до новых каких-то размеров. Плюс, я так понимаю, там достигнуты определенные договоренности между руководством Соединенных Штатов и Российской Федерации в части политики в отношении Китая. И, соответственно, эти договоренности, они могут нивелировать практически любой геополитический негатив и геополитические риски.
Вот, потому что как бы там нешуточное идет противостояние между Соединенными Штатами и Китаем. И, соответственно, то есть в рамках определенных условий, как мне видится, могут быть на многие вещи закрыты глаза вообще, безо всяких условий. Вот, соответственно, это действительно может дать фору российскому рынку в ближайшее время достаточно себя хорошо показать. Потому как Запад на хаях, там уже не понимает, куда расти. И вот, собственно говоря, поэтому Сбер за уши и тянут. Куда его тянут? Могут на 400 затянуть, могут на 500 уже в этом году. Но, понимаете, вот говорить в условиях, когда деньги утратили сберегательную функцию, у них было две функции. Это сберегательная и это расчетная. То есть расчетная, она постепенно видоизменилась веками, и она стала не просто расчетной, она стала стимулирующей для экономики и расчетной. И вот за счет такой мутации денег, которая произошла, она началась в 70-е годы, точнее она началась еще когда там в 16 или 17 веке, когда начали ассигнации вместо золота печатать. Но особенный драйв это получило в 70-е годы, когда отказались от золотого стандарта. Там полно криков о том, что там, да это же там печать необеспеченных денег, да мир будет поглощен в гиперинфляции. Да, в старой парадигме развития именно так и было, и такой сценарий, он еще возможен. Но здесь вопрос в открытии новых рынков, и ну, если новые рынки не открывают, тогда хотя бы как можно больше новых Тесл, Робингудов, Модерн, еще там чего-то, куда закачать эти триллионы, и чтобы они там висели и не мешали экономике работать. Но акции будут стоить дорого. Все довольны, как бы у людей выросли активы, деньги напечатаны, экономика восстановлена, потом эти деньги запаркованы, и при этом люди еще стали и богатыми. Ну, как бы все при делах и все в плюсе. Что еще нужно? Но опять же, все это длится до того момента, пока не произойдет какой-то сбой. И такой сбой нового образца мы как раз видели в марте 2020 года. Кризис ликвидности. Вот какое-то такое событие, оно может метастабильную систему вывести из ее нынешнего перманентного состояния и достаточно существенно обрушить. Вот. Но опять же, с учетом того, что было сделано в марте 2020 года, как это все залили деньгами, мне что-то даже вот самому уже не верится, что возможен какой-то ужас, кризис. Потому что, ну, деньгами уже не залить, но зальют чем-то другим. Я не знаю, там продукты будут раздавать, айфоны будут раздавать, там, не знаю, полеты. Ричард Брэнсон будет билеты ходить вручать. Хотите, там, слетайте там на орбиту. Ну, я, конечно, утрирую, шучу, но здесь просто, наверное, действительно то, что некоторые люди имеют обыкновение называть там, не знаю, рептилоидами или каким-то мировым правительством, они, если, конечно, таковые существуют, в чем я сильно сомневаюсь, они стали настолько изощрены, что они постоянно придумывают какие-то новые ходы и какие-то новые действия, которые позволяют миру удержаться на плаву. И с другой стороны, когда появляется такое чувство незыблемости, что вот все будет хорошо и деваться некуда, как правило, именно в такие моменты разражаются самые чудовищные кризисы. Так, друзья, но ВИКС пока заснул, он ушел в консолидационный диапазон под 18,5, но он пока из растущего тренда не вышел. То есть это такое вот пока отлагательное расслабление, которое в любой момент может прекратиться. Так, друзья, далее давайте посмотрим эфириум. Эфириум стартанул. Масса новостей о том, что там ключевые огромные хедж-фонды хотят инвестировать еще больше и больше в криптовалюту. И, соответственно, здесь на фоне этого пошел рост. Я свою точку зрения криптоактивам неоднократно высказывал. Могу только акцентировать внимание на основных моментах. Я думаю, что это новая реальность. Кто к ним не относится, кто от них без ума и свято верит в биткоин и эфириум, в дальнейшем столкнутся, наверное, с тем, что появятся какие-то другие криптовалюты, которые будут решать уже более близкие к земле задачи, и, возможно, биткоин и эфириум отодвинут. Те, кто считают криптовалюты мусором, они, я считаю, заблуждаются.
Ну, это вполне естественно, потому что когда появлялись новые прорывные технологии, была масса старорежимных скептиков, которые считали, что все это чушь, вольнодумство и ерунда. И на самом деле мир все равно двигался вперед вопреки этим людям. Хотя надо сказать, что эти люди, они вполне как бы правильную, определенную природой функцию выполняют, они мешают наступающему новому миру наступать слишком быстро и все на своем пути ломать без права равномерного роста. Так, друзья, что касается эфириума, мы приближаемся к важному уровню, который проходит в районе 2880. Если на этой неделе происходит пробитие этого уровня, то уже, возможно, на следующей неделе, а может быть на этой, здесь может пойти очень энергичный рост. Цель этого роста для начала прийти в район 3750, чтобы я смог закрыть позиции по эфириуму долгосрочные. Вот, а потом, соответственно, переписать исторический хай. Здесь вот четко нарисовалась формация, двойное донышко, точнее даже двойное донышко, оно здесь уже отработало, оно перешло здесь к новому сильному уровню, который в случае пробития приведет к тому, что отсюда разовьется молниеносное движение с попыткой переписать предыдущий исторический максимум. Так, друзья, ну давайте на секундочку с другого ракурса график нефти Brent посмотрим, дневной таймфрейм. Ну смотрите, на самом деле под нефти здесь ничего такого страшного не произошло. Ну, неприятно то, что 74-72 пробили. Но с учетом волатильности, ликвидности, это на самом деле, там есть активы, которые по 5-10% в день летают. Та же крипта или там хедхантеры акции. Ну, а там, допустим, какая-то Virgin Galactic или Robinhood, для них это вообще детский лепет. Я, конечно, утрирую, шучу. Тем не менее, здесь хотел обратить внимание, что вот на текущий момент высока вероятность того, что вот это падение, оно должно локально завершиться. И здесь пришло время для отскока. Касательно пробития уровня, который находится вот под текущим снижением, которое было выкуплено сегодня, я писал в телеграм-канале, там все мое видение, оно есть, можете посмотреть. Я думаю, по нефти все-таки вот должно быть движение куда-то повыше сейчас локально. Так, друзья, ну и рубль-доллар, USD Tomorrow, здесь на самом деле с учетом того позитива, который есть, природа берет свое, развернуться росту доллара против рубля она никак не дает. Соответственно, сегодня просадка под вот этот уровень 73.15, и сейчас весьма вероятно будет попытка его потестить и закрепиться над ним. Но то, что нефть сейчас устремляется на рост, весьма вероятно либо будет отбой от этого уровня и потом движение на укрепление рубля вот сюда, либо сразу сейчас пойдем тестировать уровень 72.95. И в случае пробития следующая цель движения 72.9 вот здесь вот на этом значении. Так, друзья, евро-рубль, часовой таймфрейм. Здесь попытка коррекционного отскока и движения в евро-рубле. Евро-рубль tomorrow. Цель движения 86.65 вот сюда к этому значению. Сейчас, если все-таки будет пробой 86.5, 86.45, то мы уходим по евро-рублю сегодня на 86.38. Но я бы с большей вероятностью ориентируюсь на вот это движение 86.6. Друзья, все, основные инструменты. Спасибо за внимание, успешных торгов. Счастливо!